Международный день технологий географических информационных систем ГИС. Уже более 25 лет тому назад в Южном федеральном университете был создан Центр геоинформационных технологий. Потом появилось еще добавление космического мониторинга. 15 лет тому назад появился сервис Google Планета Земля, и это, пожалуй, лучшая реклама возможностей технологий геоинформационных систем. Это мозаика космических снимков, и мы можем приближать интересующие нас места на поверхности земного шара. Если приблизить место, где расположен город Ростов-на-Дону, мы увидим узнаваемые контуры районов города, город Азов, Батайск, дороги, контуры реки. Но можно еще сильнее увеличить наш снимок. Если это сделать, то мы можем увидеть каждый дом. Это кампус Южного федерального университета. Мы видим крыши мехмата, физфака, факультета высоких технологий, институтов и даже трехмерные модели зданий этих учреждений. А если взять снимок не городской территории, а гористой местности, то мы увидим трехмерные хребты. Здесь Эльбрус на этом снимке, но третья координата, высота, специально увеличена, чтобы рельефнее смотрелись горные хребты. В этой презентации мы будем говорить о связи геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли. Скачаем из интернета свободно распространяемый программный продукт Multispec. Он понадобится нам для того, чтобы рассматривать космические снимки. Сами снимки тоже можно получить в открытом доступе. Есть многочисленные архивы космических снимков. И мы выберем архив Геологической службы Соединенных Штатов Америки. Он очень популярный, полный. Нужно выбрать также спутник, с которого вы хотите, снимки с которого вы хотите получить, и место на карте, которое вас интересует. Если это сделать, то мы получим следующий слайд. Здесь уже виден тоже контур Ростова-на-Дону, там, где мы поставили голубой значок, а слева уже примеры снимков. И снимки по времени располагаются. Самый ближний по времени может быть вчерашним числом даже отмечен. Мы выбираем снимки по тому, чтобы не очень сильно облачность мешала нам рассматривать поверхность Земли. Если снимок выбран, то можно посмотреть на него более отчетливо и прочесть его дополнительные характеристики. И если мы на нем остановимся, то можно попытаться его скачать. Если мы объявим, что мы хотим его скачать, не сразу нам дадут такую возможность. Надо зарегистрироваться на сайте, написать, кто вы, зачем вам этот снимок. Но ничего, можно написать, что вы школьник или студент, или просто интересуетесь этой тематикой. Все про себя написать, и дня через 2 вам придет предложение, снимок скачать и адрес, с которого этот снимок может быть скачан.
Нам недостаточно одного снимка. Мы вот его открыли на предыдущем слайде в программе Multispec. Но мы еще хотим дополнительную информацию о дорогах, реках, контурах строений, чтобы узнавать объекты на космическом снимке. И есть источник таких же свободно распространяемых данных, сайт OpenStreetMap. И если туда зайти, то в меню мы должны найти Ростовскую область и узнать, какая там есть информация, и себе ее скачать. Тоже потребуется регистрация на этом сайте. Вот мы уже открыли на снимки из космоса, которые мы скачали, контуры дорог Ростовской области. И мы уже видим, как аккуратно они ложатся на снимок, потому что у них и у самого снимка, и у дорог есть географические координаты, поэтому они так хорошо ложатся друг на друга. А если приблизить, увеличить масштаб, то мы увидим здесь, как хорошо дороги ложатся вдоль полей, разделяют поля. То есть вот векторная эта графика и наш космический снимок растровый так хорошо совмещены, как мы видим на этом слайде. А теперь давайте добавим еще контуры строений и скачаем их также, и положим и откроем на том же снимке. Сначала на маленьком увеличении Ростов предстает просто пятном таким. Потом мы увеличиваем и уже узнаем контуры Ростова. Ворошиловский проспект, Буденновский проспект, река Дон, Зеленый остров, Западный микрорайон. А если мы еще увеличим, то мы различаем уже дома кампуса Южного федерального университета, которые мы раньше смотрели в сервисе Google Планета Земля. А здесь мы сами все извлекли из интернета сами. И космический снимок, и векторную графику строения и дорог. И вот посмотрите, мы тоже узнаем и крышу Мехмата, и химического факультета, и институтов, которые мы видели раньше на снимке Google Планета Земля. И это все мы сами сделали, бесплатно скачали из интернета, и значит это, что вы уже завтра можете сделать первые шаги в освоении GIS-технологий. Но, конечно, специалисты используют более серьезные профессиональные программные продукты, и наиболее популярным являются продукты компании Esri, линейка ArcGIS, последний выпуск 10.8. Это все есть у нас в Центре геоинформационных технологий Южного федерального университета. Но эта программа стоит немалых денег, правда, университетам дается скидка, но можно начинать, не скачивая из интернета программу. Есть возможность работать с такой технологией онлайн, ArcGIS онлайн, и даже видите, русскоязычная страница, план урока, позволяющая познакомиться с технологией, не скачивая ее не скачивая программу на свой компьютер. В последнее время приобретают популярность свободно распространяемые программы работы с космическими снимками, и одна из них это вот программа QGIS. Программа такая, что она конкурирует уже с профессиональными платными программами линейки ArcGIS.
А вот еще и возможность повысить свою квалификацию, обучиться. Учебные курсы открыты в свободном доступе самого лучшего университета в мире. MIT – это Массачусетский институт технологий, Массачусетский технологический институт, где больше всего работает нобелевских лауреатов. Они опубликовали свои 32 учебных курса в открытом доступе, за которые студенты должны платить $50 тысяч в год. В частности, есть там один из курсов по геоинформационным системам. Посмотрите более подробно описание этого курса. И здесь видно, что используются примеры. Можно работать и в программе ArcGIS или в программе QGIS, о которой мы раньше сказали, свободно распространяемой. Правда, все это на английском языке. Мы регулярно проводим конференции, работая в этих технологиях. И вот в 2013 году к нам приехали гости из Москвы, привезли беспилотный летательный аппарат, тогда это была диковинка, и мы даже сверху выстроились, составили флешмоб и написали слово GIS, такое запоминающееся, что мы занимаемся GIS-технологиями. И в заключение своей презентации я хочу вам показать один ролик. Если вы его не видели, то вы получите удовольствие от его просмотра.
Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы все станете фанатами геоинформационных технологий. Желаю вам в этом успехов. Всего доброго. До свидания.